Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео поговорим о том, как вы можете с помощью определенных ритуалов, практик защитить себя от краж, от воров, а также уберечь себя от любого воровства. Друзья, поделимся с вами старинной практикой. Эту практику вы можете провести в любой день недели. Это не привязано к Луне. Обращаем ваше внимание. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, в комментарии напишите слово «свет», и тогда высшие силы наполнят все ваши сферы успехом. Именно свет, это слово важное в этом видео. Не поленитесь, напишите. Вы знаете, к сожалению, вокруг нас намного больше недоброжелательных, злых, лживых и алчных людей, чем людей с открытым сердцем, с добрыми и чистыми помыслами, готовыми давать, а не брать. Многие люди не желают работать, так как считают, что это напрасная трата их жизненных сил, времени, а также то, что они достойны лучшей жизни, и все должно приходить к ним по щелчку пальцев. Есть, правда, и отдельная категория людей, которая опустилась еще ниже и считает, что для того, чтобы жить хорошо, для того, чтобы иметь то, что им нужно в их жизни, они просто могут прийти и забрать это у человека, то есть украсть, и они не видят в этом ничего плохого, становятся на такую скользкую тропу. К тому же к таким людям подселяются злые сущности, которые притягиваются их негативным мышлением. Такие сущности все больше и больше подталкивают людей, которыми одолели к негативным поступкам, хитростям. Благодаря им они придумывают все новые и новые способы воровства. Но когда человек попадает под фатальный контроль такой сущности, он может совершать уже и более страшные поступки, чем просто воровство. Он не остановится перед тем, если за деньги или за то, что он захочет иметь в своей жизни, ему придется что-то ужасное сделать, кого-то убить или покалечить. Такие люди переходят за черту, и вернуться оттуда они уже никогда не смогут. Ситуация будет только усугубляться, и они перестанут развиваться. Их перестанет волновать что-либо человеческое. Все материальное станет смыслом их жизни. Если они не будут это получать, злость начнет их разрушать изнутри, из-за чего они часто начинают пить, принимать наркотики, денег требуется еще больше, и приходится идти еще и на большие крайности. От таких людей стоит держаться подальше, и в основном все так и делают. Но они часто сами находят своих жертв и причиняют вред. Вы всегда должны быть готовы к тому, что в вашей жизни может встретиться такой недобропорядочный человек. Очень часто многие такие люди способны выдавать себя за других людей, казаться интеллигентными, порой даже создавать о себе хорошее впечатление, но когда начинаешь общаться с таким человеком, то очень скоро открывается его истинное лицо. Но если у человека слабое биополе, то он может его подавлять, и такой человек до последнего не может понять, какие помыслы у того, кто перед ним, и что действительно этому человеку нужно. Не забывайте продумывать все свои действия наперед, просчитывать то, как может обернуться для вас та или иная ситуация. Никогда никому не давайте в руки свои банковские карты, даже на время подержать и посмотреть. Это ваша карточка, и находиться она должна только в ваших руках. Не рассказывайте также никогда о своем пин-коде, его никогда никто не должен знать. Исключения могут быть те, с кем вы живете под одной крышей, ваши самые родные люди. Также не подписывайте бумаги, значения которых вы не понимаете, даже если вам кажется, что на словах вам все очень хорошо объяснили. Также никогда не диктуйте свой номер банковской карты, не прописывайте ее, даже если человек вне банка в какой-то ситуации представляется, например, банковским работником. Не давайте свои паспортные данные, никому не давайте никакую информацию о себе по телефону, даже ту, которая вам кажется на данном этапе безобидной. Никогда не выступайте поручителем кредита для другого человека, тем более никогда ни для кого. Даже для того, кого считаете самым близким человеком, не берите кредит. Не стоит слушать жалостливые истории людей и верить им на слово, если никаких подтверждений тому, что они говорят, нет.
Не давайте большие суммы в долг, так как можете остаться не только без денег, но и друзей, которые у вас эти деньги возьмут. Не вкладывайте деньги в сомнительные дела и мероприятия. Даже если вам обещают необычайно большую прибыль за короткий промежуток времени и без каких-либо невыполнимых условий. Также не прописывайте в свое жилье никого, даже если вам за это предлагают немаленькую сумму денег, которая вам очень нужна. Это ничем хорошим не закончится, не стоит рисковать. Не впускайте в свой дом человека, которого видите в глаза первый раз, особенно когда одни дома. Если уже впустили, так как он представился проверяющим, например, по каким-то услугам. Внимательно следите и ходите за ним следом. Ни на минуту не оставляйте его одного, ни водички попить, ни таблетку от головы дать. Можете предложить ему выйти за порог, и туда вынесете вы то, что он просит, если считаете нужным так поступить. Обязательно предупредите и людей в возрасте, которые есть в вашей семье, детей, что в ваше отсутствие их дверь должна быть закрыта, так как в таком случае они будут находиться в безопасности как физической, так и энергетической. Не оставляйте в машине сумку, не кладите, когда сидите в заведении, на стол телефон и кошелек. Такие предметы всегда должны быть под присмотром. Не давайте свой телефон в руки, если у вас просят позвонить. Сами наберите номер и проверьте, кто ответит, если желаете помочь. Можно еще очень много перечислять разных ситуаций, в которые вы можете попасть, если не будете необычайно внимательными, но полностью все описать не получится, так как с каждым днем такие люди становятся все хитрее и хитрее, придумывая что-то новое и пытаясь обворовывать людей, даже в таких ситуациях, когда, казалось бы, это невозможно. Поэтому, чтобы не попадать в грустные, обидные ситуации, в которых вы можете лишиться денег, своего имущества и светлых положительных энергий, никогда не совершайте поспешных действий, а также научитесь прислушиваться к своей интуиции. Она будет на энергетическом уровне вам всегда подсказывать, какие энергии окружают определенного человека, стоит ему доверять или же нет, стоит возле него находиться рядом или не стоит, как можно быстрее от него отойти. Интуиция занимает очень важное место в жизни человека, так как она способна помогать на таком тонком уровне, когда глаза еще не видят, мысли не могут быть проанализированы, а сердце ничего не подсказывает. Все эти факторы вступают в силу в более позднее время. Они так важны, и они способны подтвердить вам то, что вы поняли на подсознательном уровне, чтобы вы не переживали, сделали все правильно или, возможно, ошиблись. Поэтому развивайте свою интуицию, не ленитесь, не бойтесь потратить на это много времени и сил. Проводите ритуалы, практики, которые будут вам в этом помогать. Ну и, конечно же, не забывайте о том, что нужно тщательно следить за своим биополем, так как интуиция не сможет работать на полную силу без сильного и крепкого биополя. Ведь негатив, который будет притягивать слабое биополе, будет мешать интуиции раскрываться и указывать вам на опасность, которая вас поджидает. Воровство и люди с темными сущностями известны и очень с давних времен. Еще с тех, когда были короли и королевы, лорды, барыни, сударыни, императоры и императрицы. И сегодня я вам расскажу о таком ритуале, чтобы вы могли провести его и уберечь себя от воровства. Проводить его можно в любое время и в любой день. Для него вам понадобится 7 миндальных орехов, 7 фундука, емкость с проточной водой, набранной обязательно утром. Но если у вас есть возможность набрать родниковую водичку, знаете, она обладает большей силой. Понадобится 3 зубчика чеснока, 3 горошины белого перца, сосновая веточка. Она должна быть небольшая, но чтобы на ней были все целые иглы, не испорченные и не поломанные. И, конечно же, кастрюля. К этому ритуалу нельзя приступать, если вы чем-то расстроены, взволнованы, если у вас что-то не ладится. Для того, чтобы у вас все получалось, и вы могли правильно воспользоваться нужными энергиями, в вашей голове не должно быть мыслей, которые вам будут мешать, а сердце должно быть открыто для чего-то хорошего и светлого. Душа должна быть свободной от отягощений и грусти, поэтому хорошо подготовьтесь, помедитируйте, отпустите все, что вам мешает, и настройтесь на ритуал, и только затем приступайте к нему. Когда вы будете его проводить, возле вас также не должно никого быть, чтобы вы не отвлекались и вы могли максимально сконцентрироваться. Это касается даже домашних животных.
Подготовившись, все разложите не спеша по кругу на кухонном столе, внимательно всматриваясь в то, что вы кладете, при этом стараясь ощутить все сильные энергии, которые излучает то, что вы кладете. Делать это не спеша и, главное, по часовой стрелке. После того, как закончите раскладывать, вылейте в кастрюлю приготовленную воду, затем поставьте ее на огонь, закипятите, далее киньте все орехи, посчитайте до 3. После того, как время пройдет, нужно вынуть по 3 ореха миндаля и фундука. Затем в емкость опустите все остальное, что вы приготовили. Дайте настояться, пока не остынет. Когда настоится, обрызгайте раствором все ваши цветы, углы, затем протрите подоконники, входную дверь, порог. Добавьте немного в воду и промойте тщательно пол, особенно труднодоступные места. Протрите на шкафах пыль, полки. Когда будете все протирать, проговаривайте такие слова: сильные энергии завесу образуйте от врагов, и воров за ней укройте. Пусть домой стороной обойдут, никогда его не ощутят и не найдут. Когда закончите, вылейте оставшийся отвар, тот, который использовали при уборке, на улицу в любом месте, полагаясь на свою интуицию. Так, оставьте и то, из чего его варили, а орехи из отвара в количестве 8 штук киньте в любой водоем. Итак, у вас остается еще 6 орехов. Нужно миндальный орех съедать утром, проговаривая такие слова: воры негатив излучают, зло привлекают, энергии сильные меня от них защищайте, дорогой другой, не моей их направляйте. Вечером перед сном съедайте фундук, проговаривая такие слова: для воровских глаз скрытая и моя семья, дом от них защищен, пусть светлые энергии в помощь поступают, эту защиту только с каждым днем укрепляют, улучшают. Оставшиеся орехи нужно съесть в то же самое время, обязательно в той же последовательности на протяжении следующих 2 дней. После того, как вы закончите этот ритуал, вы будете на энергетическом уровне укрыты от воров. Они не будут вас ощущать, а если подойдут вблизь, то энергетика, которую вы призвали в помощь, их отпугнет, и они не будут рисковать причинить вам вред. Это очень старинный и энергетически сильный ритуал. В те времена его всегда проводили богатые люди, которым было что оберегать. Поэтому верьте и вы в его силу, он вас точно не подведет. Ну, а для того, чтобы вас не обворовали на улице, вам нужно провести следующий ритуал. Первым делом вам нужно принять душ, хорошо вымыть волосы, тело, проговаривая при этом, когда будете купаться, такие слова: каналы мои энергетические, вода очищает, биополе силой наделяет, чтобы оно было не подвластно никому, чтобы никто его не мог повредить, и ко мне негативные силы и энергии применить. После того, как искупаетесь, не обтирайтесь, просто обмотайтесь полотенцем, обсохните, оденьтесь и уже приступайте к ритуалу. Зажгите напротив себя свечу любого цвета и размера. Ей нужно будет после ритуала, если она полностью не догорит, пока вы его закончите, дать догореть, а затем агарок завернуть в белую салфетку и оставить на улице, так, чтобы по нему не ходили. Посмотрите на нее внимательно, сосредоточьтесь, настройтесь ритуал на то, что у вас все получится. Верьте в свои силы и в себя. Иначе у вас ничего не получится. Когда вы будете готовы продолжить, вы это ощутите на интуитивном уровне. Это будет прилив энергии. В этот момент нужно начать окуривать себя с помощью таких энергетических сильных трав, как полынь, зверобой, лаванда. Далее обвяжите это все красной ленточкой и к ней приколите булавку. Когда будете себя окуривать, делайте это тщательно, не пропуская ни единого участка тела. Больше всего внимания уделяйте волосам, ладоням, области груди, спины и ступней ног. Окуривая постоянно, проговаривайте такие слова: энергетически сильные травы в руках держу себя, их энергией окружаю. От воров они меня укрывают, от беды и несчастья защищают. Когда закончите, травы затушите, разместите возле своего спального места то, что останется. На рассвете их нужно будет вынести на природу и оставить возле цветов или же под плодоносящим деревом.
булавку сразу после того, как окурите себя, и до того, как затушите травы, нужно снять и приколоть к своей одежде. Вы должны проходить с ней 3 дня, не снимая. Можно только перестегивать на другую одежду. Когда будете надевать, нужно трижды обязательно сказать такие слова: «Булавка, защитница моя, теперь защитит меня от любого негатива и зла, укроет от вора и врага». По истечению времени можете продолжать ее носить и на одежде, или же положить в сумку, в кошелек. Главным является то, что она должна постоянно находиться возле вас, окутывая вас теми энергиями, которые железо впитало в себя. Этот ритуал защитит вас не только от краж, но и от нечистосердечных людей, которые могут также оказывать на вас негативное влияние со стороны. Этот ритуал вы можете сделать и для кого-то из самых родных людей, если вдруг вы знаете, что человек не хочет в нем участвовать. Используйте для ритуала его фотографию, ведь вы знаете, что фотография содержит такую же энергетику, как и тот, кто на ней изображен. Важно только, чтобы в ритуале использовалась фотография там, где тот, кому вы будете помогать, изображен сам. А после того, как закончите ритуал, булавку подложите куда-либо или приколите к одежде, чтобы она всегда была возле такого человека. Так что, друзья, используйте эти старинные ритуалы себе во благо. Прямо сейчас ставьте лайк, друзья, этому видео. В комментариях напишите слово «свет», и пусть высшие силы наполнят все сферы успехом, благополучием и всем тем, что действительно вам нужно. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.